Всем привет! Ролик специально для тех, кто утверждает, что на индукции невозможно жарить блины. Сегодня я не знаю, может быть, конечно, у меня какие-то блины особенные, но я их жарила на хайлайте, она же инфракрасная, да, сейчас на индукции, летом на даче на газу. В итоге жарятся они великолепно, независимо на чем я их жарю, на какой сковородке. И как раз, да, для тех, кто утверждает, что для блинов должна быть обычная, отдельная сковородка, на которой жарятся тоже только блины. Но я лично не представляю, что я забью место еще дополнительной сковородкой, которая будет существовать только для блинов, хотя я их достаточно часто жарю. У меня обычные сковородки, на которых я готовлю каждый день, и их же я использую для блинов. Никакой особенной сковородки отдельной у меня, естественно, нет. Что ж, приступим. Рецепт блинов еще моей бабушки, я с детства так делала. Если яйца мелкие, я беру кружку побольше. Если вот как в данном случае яйца крупные, 2 яйца таких. Единственное, что по рецепту бабушки белки и желтки нужно было взбивать отдельно. Мне это делать лень, и особой разницы я, естественно, не вижу. Сахар, я думаю, я все делаю на глаз, я думаю, где-то 1,5 чайных ложки. Соль, так, на кончике. И взбиваем это. Взбиваем их вот до такого состояния. Это и белки, и желтки, немножко соли, немного сахара. Тут же берем чайник. И выливаем кипяток. И взбиваем. У меня получается вот такая вот воздушная масса. Она как безешка. Молоко я не подогреваю. Столько же молока. Обычно вообще стакан. Но у меня нет стакана. Все стаканы уехали на дачу. Если посмотреть, то вот я не доливаю чуть-чуть. То есть я делаю и воды, и молока я делаю вот по эту рисочку. Чуть-чуть не дохожу до краев. Сейчас объясню почему. Выливаю молоко и взбиваю. Все, теперь берем сухую кружку такого же размера, как и молоко с водой мы набирали. И насыпаю муки чуть больше, не намного, да, там не в половину, не 1,5 кружки, а чуть больше, то есть с горкой Вот так вот. Опять сюда. Никаких там постепенных всыпаний, я ничего такого не делаю. И взбиваем. Столовая ложка растительного масла. И даем настояться 5 минут. Прошло 5 минут. Еще раз взбиваем. Раньше я добавляла соду с уксусом, сейчас уже не добавляю. И все. И начинаем жарить. Включаем сразу на полную мощность, чтобы разогреть сковородку. Для первого блина я всегда добавляю масло. Но только для первого. В дальнейшем я вообще его не лью. По консистенции напоминает 30% сливки. Вот как-то так. То есть это достаточно жидкая масса, как и должна быть для блинов. Все. Чувствуем рукой, что тепло-тепло, да? Делаем на 6 сначала, потом мы уменьшим до 5. Я немножко поспешила, сковородка не совсем разогрелась, поэтому включила пока на 7. Как говорится, первый блин комом. Итак, для первого блина я взяла сковородку с достаточно тонким дном, с керамическим покрытием. И вот если посмотрим на блины вообще отлично показывают нам, как это все происходит.
мы видим, что за счет того, что дно не настолько толстое, как бывает у других сковородок, да, центр жарится сильнее, то есть вот оно видно. Мы сейчас возьмем другую сковородку с тефлоновым покрытием и толстым дном. Да, и, кстати, может быть, люди, которые говорят, что блины невозможно жарить на индукции, просто покупают вот эти вот сковородки для блинов, да, которые тоненькие-тоненькие, такое тонкое дно. И именно поэтому блины горят. Хотя, ну вот, дно не толстое, да, она сбалансированная абсолютно сковородка, но без уплотненного дна. И блин не горит, да, он сильнее жарится в центре, но не горит. Первый блин толстый, как говорится, первый блин комом, поэтому на него не обращаем внимания. Так, делаем второй. На втором уже убавляю на 5, потому что сковородка хорошо разогрета. Можно большие руки. 2 блина, несмотря на то, что сковородка большая и дно не толстое, все равно видно, что блины получаются, блины не рвутся, не горят. Итак, берем, это не та сковородка, которая испорчена, это была в наборе. Та была сотейника, это вот такая вот. Но видно, что в отличие вот от этой, да, у нее утолщенное дно. То есть вот оно дополнительно. И мы сейчас перейдем на жарку на ней. Наливать на сковородку масло я не буду. Добавлю еще немножко туда в тесто. Сразу по-другому ведет себя тесто. Одно и то же тесто, но начинает вести себя по-другому. Если на той сковородке блины не пузырились, то здесь они сразу начинают идти пузыриками. Брала с 6, потому что если на той сковородке на 6 жарилась, а меньше никак не хотел, то тут наоборот, дно раскалилось и 6 уже многовато. То есть тут достаточно 5. И блины жарятся, ну, если не в 3, то в 2 раза быстрее однозначно. Вот видите, на этой сковородке вот такого яркого центра при прожарке его уже нету. То есть все равномерно. Мы испекли часть блинов на нормальной стационарной индукции. Посмотрев разницу между сковородками с таким дном и более уплотненным толстым дном. Вывод какой можно сделать, что на сковородках уплотненным дном блины жарятся лучше. Также всем понятно стало, что не обязательно иметь какую-то определенную сковородку, отдельную для блинов. Блины можно жарить, в принципе, на любой сковородке. Да, на одной лучше, на другой хуже. Всем пока. Если вам был полезен мой ролик, ставим лайки, подписываемся. В следующем ролике встретимся с вами и посмотрим разницу, как пекутся блины на стационарной индукции и на дешевой переносной.